Светлана Баталовна, что привело вас в педагогику? Ваше ремесло – это ваше призвание или только профессия? Но я не мечтала о профессии учителя, естественно, в то время. Когда я заканчивала школу, первое мое желание было стать журналистом. У меня папа журналист с большим опытом, и он мне сказал, журналистом надо быть или очень хорошим, или не быть им вообще. Он был редактором в то время и сказал, у меня полно сидит в редакции людей, которые получили диплом журналиста и правят чужие работы. Я поняла намек и сказала, тогда я буду юристом. На что папа всегда был для меня большим авторитетом. Он сказал, юрист – это жесткая профессия, не для женщины, грязная работа. Я бы не хотел, чтобы моя дочь работала в такой сфере. Ну, что ж, поскольку у меня был английский на хорошем уровне, я решила поступить в ИНЯС. Тогда он назывался АПИЯ, Алматинский педагогический институт иностранных языков, один из сильнейших институтов, готовивших преподавателей. И я решила поступать туда. И легко поступила, поскольку школа была сильна не только в английском языке и по литературе. Мы писали сочинения, устно отвечали русский и литература, и английский, естественно. А когда я закончила, проходила практику, меня это заинтересовало, мне показалось интересным. Когда я закончила институт, я по направлению поехала в Тарас, в гидромелиоративно-строительный институт. И начав работать со студентами, я поняла, что мне это очень нравится. У меня получалось, студентам нравились мои занятия. А сейчас я не представляю себя где-либо, кроме преподавательской Ваш деятельности. папа Батал Жанабаевич – заслуженный журналист, общественный деятель. Расскажите, пожалуйста, какие качества ваш папа прививал вам с детства, каких принципов он придерживался в воспитании и какой ценный совет вы получили от него? Он всегда был для меня авторитетом и большим другом. И поскольку он был руководителем многие годы, он относился ко мне как к взрослому человеку, всегда давал советы, как я уже сказала. И он говорил, что в любой работе, на любом месте ты должна быть честной. Честной по отношению к своей работе. Честной по отношению к тем, с кем ты работаешь. И мне кажется, я вот это получила с детства и всегда старалась этого придерживаться. Ценный совет, наверное, то, что надо относиться к людям с уважением, независимо от того, какую позицию они занимают и какую должность они исполняют. Будь это начальник, декан, коллега, уборщица или вахтер. Я всегда старалась относиться с большим уважением ко всем, независимо от того, кем они являются. Потому что часто у молодых людей можно заметить этакое пренебрежение к тем, кто занимается простым трудом. И мне одна из наших девочек-уборщиц, смеясь, рассказывала, что вы представляете, Светлана Баталовна, вы вот с нами разговариваете, всегда поздороваетесь, проходите, спросите, как дела, а тут ваши коллеги молодые проходят мимо и аж голову вздергивают, типа, вот уборщица, а я преподаватель. Это смешно, конечно, потому что каждый человек ценен на своем месте, независимо от должности, независимо от уровня образования. Это не нужно никому доказывать. Вот это самое главное, наверное, то, что я получила от своего папы, что уважать человека только потому, что он человек, что он интересен, что он достоин уважения. А как вы воспитываете своих детей? К сожалению, у меня всего одна дочь. Как
Когда у меня спрашивают, сколько у вас детей, я отвечаю 2. Вот по-английски, особенно иностранцы спрашивают, I have a daughter and a son. Имея в виду своего зятя. И я стараюсь воспитывать их так, как воспитывали меня. Честное отношение к работе, добросовестность, умение понимать других людей и все время работать над собой, расти. Нельзя останавливаться на достигнутом. Как вы проводите свое свободное время? Ваши интересы, хобби? В молодости играла в большой теннис. Здорово. Очень интересовалась этим видом спорта, до сих пор интересуюсь, слежу. Я не люблю смотреть телевизор, как я обычно говорю, я включаю телевизор 4 раза в год, когда проходят турниры большого тенниса. И я играла в теннис, вот бывая в Англии по проекту, я даже с друзьями ходила в клуб. Просто лет 7-8 назад проблемы позвоночника не позволили мне, врачи просто запретили, потому что там надо поворачиваться резко, вредно для позвоночника, я перестала играть. Сейчас я хожу в клуб Fidelity, люблю плавать. У меня норма 600 метров проплыть, когда я прихожу. До этого я минут 40-50 захожу в тренажерный зал, тренирую спину, делаю упражнения на спину, на ногу, которая у меня сломана давно в молодости. Попарюсь, потом иду плаваю. В общем, провожу часа 3. И когда это позволяет, получаю огромное наслаждение. Люблю вязать, когда есть время, и читать, конечно. Кто ваш любимый писатель и ваша любимая книга? Так много всевозможного. Ну, вот книга, которая осталась в памяти, например, «И дольше века длится день». Полковнику никто не пишет. Вот эти книги Маркес, я думаю, что обожаем всеми. Да. Эти книги остались в памяти. Когда я устаю, когда я отдыхаю, я обожаю читать детективы. Ну, из-за проблем со зрением я сейчас перешла на аудиокнижки. Это очень удобно. На кухне можно готовить, убираться и слушать книги. Но Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте в зарубежных проектах. хороший опыт проектов. Ну, во-первых, я раз, два, три трижды выигрывала гранты американские. IREX – это проекты научные, и Fulbright. Я была в 1994 году 3 месяца по IREX в Сиэтле, штат Вашингтон. Здорово. Затем я 3 месяца была в 1997 году в Индиане. И 1 академический год UCLA в Лос-Анджелесе. Кроме того, у меня подруга в Англии. Мы с ней познакомились, когда я жила в Лос-Анджелесе, познакомились на конференции в Нью-Йорке. И вот бывают встречи, когда с человеком встречаешься, и все, химия. Почувствовал, что это близкий тебе человек. Она специалист по исламу, и один из крупнейших специалистов ислама, по исламу Англии, Великобритании. И вот когда мы были на этой конференции в Колумбийском университете, мы встречались на кофе-брейках, на panels, когда это была Средняя Азия, что-то такое, мы с ней встречались, потом я убегала на всякие методические панели, секции, она на свои исламские, потом мы один раз сбежали на полдня с конференции, потому что сказала, если я вернусь без подарков, дети меня домой не пустят, и мы пошли по магазинам. Последний день был свободный, и мы с ней прошлись по музеям Нью-Йорка. В общем, очень подружились и с тех пор стали общаться все время по
компьютера общаюсь, по телефону WhatsApp появился. И как-то она предложила, говорит, слушай, давай мы будем... Ну, ее интересует наш регион, конечно. Давай мы какой-нибудь проект выиграем вместе. И тут как раз попался проект British Council Partnership Between Universities. И мы с ней написали проект и выиграли проект Британского совета на 3 года. Это был 10-13 год. И между KBTU и Birmingham University. Я работала тогда в КБТУ. И вот в течение 3 лет она приезжала сюда, мы с ней ездили по всяким святым местам в платочках, такие как мусульманки. А я ездила в Великобританию, в Бирмингемский университет, и мы работали с магистрантами, изучающими наш регион. Я там сама организовала курс казахского языка для желающих, ну, бескредитный абсолютно. И я 2 раза в год ездила туда на 2-3 недели весной и осенью. Ребята собирались у меня в кабинете, мы изучали казахский язык, а между этими встречами я по скайпу из дома, они в кабинете в каком-нибудь проводили занятия. И вот из 7 этих человек, ну, они, естественно, по нашему проекту приезжали в Алмату. И вот я должна похвастать, что одна из моих учениц, Луиз Уиллер, закончив магистратуру по преподаванию английского языка как иностранного, или как там у нее называется, приехала в Алмату и поступила преподавателем в КБТУ. И было очень интересно, поскольку она совершенно не владела русским языком, но знала неплохо казахский. И представляете, ну, у нас же привыкли, что иностранцы в первую очередь изучают русский язык. К ней обращаются по-русски. Она говорила, кешеринес, мед орысша білмеймін, мен кішкене казахша сөйлеймін. Народ просто падал, конечно. И вот проработав 2-3 года, Луиз стала завкафедрой КБТУ. Это моя гордость. И я так мечтала, что она выйдет замуж за казаха. Что она хорошо владела казахским, писала статьи. Но она вышла замуж, конечно, за нашего мальчика, но не казаха, а татарина. И вот, когда мы были у них на свадьбе, бабушка этого парня подошла ко мне и говорит, Светлана Баталовна, скажи Луизе, пусть она со мной по-казахски говорит. Я английского не знаю, она стесняется вот, и так далее. В общем, вот такая ситуация. Что еще? Вот во время этого проекта я организовала студентов, я 2 раза устраивала Наурыз, празднование Наурыза. И очень так это хорошо проходило. Иностранцы, меня поддерживало посольство в Лондоне, привозили казахские костюмы, привозили шоколад наш казахстанский, народ был в восторге от этого шоколада нашего архатовского. И организовала ассоциацию казахстанских студентов при Бирмингемском университете. А поскольку там ребята учатся 3 года бакалавриат, там год магистратуры, естественно, меняются, сколько лет прошло, 10 с лишним. Я горда тем, что эта ассоциация до сих пор существует, хотя никто не слышал обо мне. Это был проект. И сейчас я работаю с американским посольством. Они в 19 году, извините, в 19 году мне позвонили. Дело в том, что я в течение 7-8 лет была президентом Фулбрайтовской ассоциации Казахстана. Ну, есть такая программа Фулбрайт. Некий сенатор Фулбрайт образовал фонд. И по этому фонду очень много американских студентов и молодых ученых ездят по всему миру, преподают английский, изучают регионы, а люди из разных регионов имеют возможность поехать в Америку, полностью оплачивается поездка, проживание, все. И главное, что имеем мы возможность посещать любые курсы, которые мы желаем
в этом университете. Так вот, по этой фулбрайтовской программе я была в 6-7 учебном году, и потом, через несколько лет, люди, которые побывали в Америке по этой программе, образовали еще в начале этого века фулбрайтовскую ассоциацию. И где-то с 10 по 17-18 год я была президентом этой фулбрайтовской ассоциации, и сейчас являюсь вице-президентом. И поскольку я активный участник и человек активный по натуре, они позвонили мне, это называется Fulbright FLTA Rural Teaching Project. Суть этого проекта в том, чтобы повышать уровень английского языка, методический уровень английского языка учителей сельских школ Казахстана. Ну, вы сами понимаете, я сама была деканом в Иньязе, ну, скажу мое имя, и знаю, что мои лучшие студенты ни за что не поедут в село работать в школу. Даже те, кто приехал из этих сел, они стремятся остаться в городе. Естественно, кто едет туда? По семейным обстоятельствам или не устроились в городе. И уровень, конечно, слабоват методический. Так вот, по этому проекту с 2019 года мы устраиваем семинары для учителей разных регионов. Первый семинар в 2019 году был для учителей южно-казахстанской, ну сейчас Туркестанской области. В чем заключался этот семинар? В течение 3-4 дней мы, собрав учителей, ну, через департамент образования, естественно, я связываюсь с ними. В общем, мне предложили быть директором этого проекта. Я связываюсь с департаментом и прошу из регионов, ни в коем случае не из города, присылать учителей, желательно из разных школ, чтобы они по возвращении могли поделиться полученными знаниями со своими коллегами. И по этому списку делаем такое мини-анкетирование устное. То есть я звоню сама. И было до смешного, конечно. Например, звоню по телефону девушке, которую я получила в списке желающих участвовать. Hello, my name is Svetlana Zhanabayeva. I'm the director of the project. I know that you wanted to participate in our seminar, and I want to ask you some questions. В ответ тишина такая. Вот блин. Или другая мне так это. Алло, я вас не слышу. Я отвечаю, I can hear you well. Все равно не слышу. Естественно, и я говорила, I can call you later in half an hour. Is it okay? Okay. Конечно, мы их приглашали, затем отобранных, потому что для нас важно было, чтобы человек владел английским языком хорошо, чтобы мог получить эти знания, поделиться ими. И мы приглашали 30 человек в гостиницу, 4-5 звезд, хорошую гостиницу. Селили там на 3-4 дня. Кормили. Завтрак, обед, ужин в ресторанах. Завтрак в отеле, обед в гостинице обычно, а ужин в каком-нибудь ресторане. И в течение 3-3,5 дней мы проводили семинары. Семинары проводились американцами, теми, кто приехал по программе ETA, English Teaching Assistance, и работает в разных университетах Казахстана на данный момент, и выпускницами программы FLTA. FLTA stands for Fulbright Foreign Teaching Language Assistance. Foreign Language Teaching Assistant. Меня слышно, да? Потому что я вас не вижу. В чем заключается эта программа? Это годовая программа. Выигравшие конкурс
едут полностью за счет Госдепа США в Америку. В течение года они обучают студентов казахскому языку, а сами посещают занятия, которые им нужны. То есть повышают свой уровень английского языка. И вот наш проект называется Fulbright FLTA Teaching. То есть мне помогают вот девочки-выпускницы этих программ. И вот 2-3 FLTA, alumni, плюс 6-7 американцев, читают им лекции разные. Это gaming, reading, writing, interesting situations. И вот первый день, это интересно, бедные учителя сельские сидят молча, вытаращив глаза, боятся вымолвить слово. Но обычно я начинаю, когда представляю наш семинар, говорю, first of all, don't be afraid of speaking English. Speak, try. If you don't remember the word, enter Russian, Kazakh word. It's okay. We will understand you. But you should speak. And don't be afraid. Я говорю это своим студентам. Don't be afraid of making mistakes. Because it is normal for us to speak English with mistakes. We are not American. We are not British. We are Kazakhs. And it is not normal to speak without mistakes for us. Just the difference is I make less mistakes than you. Speak on. И вот я начинаю с этого, и вначале они молчат, а потом начинают задавать вопросы. И представляете, программа для молодых учителей до 30 лет, эти американцы молодые, мои девочки молодые. И вот в перерывах, во время обедов, ужинов они общаются на английском. Полное погружение. И вот 3-4 дня их абсолютно меняет. По программе у нас в конце семинара мы им даем возможность провести демо-лессон. Я объясняю. Итак, 30 человек делим на 5 групп, по 6 человек. Разбрасываем, чтобы из разных районов были незнакомые люди. И говорим, you are teachers of Kazakh in America. You came to the United States to teach Kazakh. So use 20 minutes to show everything you know, gain from our presentations, and teach Americans your language. And we, all the others, will be Americans. И это поразительно, как они раскрепощаются, они играют, бегают, изображают что-то. А мы сидим и говорим, what? I don't understand. Can you pronounce it again? What? Kazakhstan? What? Why? Kazakhstan? Or something like that. It is a game. И в конце, конечно, они получают сертификаты от имени посольства США о том, что они прослушали такой курс. Подарки небольшие, футболки, кепи, рюкзачки. И самое главное знание. И я прошу их поделиться этими знаниями, когда они вернутся, провести семинары, то, что они запомнили, то, что им понравилось, рассказать своим коллегам в школе. Мы им посылаем полностью все слайды, все презентации, чтобы они могли воспользоваться. И в конце в каждом городе, в каждой области они говорят, а можно еще такой семинар? У нас никогда не было. Я говорю, нет. В следующий раз мы поедем в другую область. Вот с 2019 года я провела такие семинары в 8 областях. И это уже 3-й грант они мне дают, американцы, потому что я 2 гранта провела, сказала, потому что это утомительно ездить по областям, готовить программы и так далее. И вот мне осенью позвонили из посольства, говорят, вы знаете, ваши проекты такие успешные, мы хотим выделить вам еще деньги, давайте охватим оставшиеся 15 областей. Как я могла отказать? Вы понимаете, суть вот этих американских программ в том, что ты едешь туда бесплатно, получаешь деньги, летишь туда бесплатно, питаешься, все.
И при одном условии, что ты все полученное вернешь своему народу, своим людям. И вот я считаю, что это долг каждого, кто побывал на грантовой программе в Америке или в другой стране, сделать что-то для других. Вот я считаю это своим долгом. Вот сейчас у нас через неделю мы летим в Атрау проводить там семинар. В планах еще другие области, которые еще не охвачены. Вот такая интересная проблема в Казахстане вот в системе иноязычного образования. Главная проблема, я сама работаю в ВУЗе, и мы получаем продукт нашей средней школы. Вы же знаете, что было много программ трехязычия, хотя я считала, что это ерундой. Научить хотя бы одному языку. Невозможно одновременно детей. Но я считаю, что качество преподавания сейчас стали повысили зарплату учителям школ. Стипендии, я прочитала, что намного выше у тех, кто учится в педагогических вузах. Да. И это здорово, потому что почему у нас школьники приходят без языка? Даже алматинцы, поразительно, у меня был один студент, бездельник, который ничего не знал, и когда я спросила, какую ты школу закончил, он сказал 105-ю. Я там чуть не упала. Да. Он говорит, я только была в неязыковой, а там в это физмат отделение. Но все равно это позор для 105-й школы, я считаю. Так вот, слабое преподавание. И я уже об этом говорила, что шли туда не лучшие выпускники. И плюс еще из-за того, что была низкая зарплата, педагогические вузы шли ради гранта, лишь бы получить диплом. Не из-за того, что им хотелось быть учителями, что они с детства мечтали, хотя я тоже об этом не мечтала. Но люди, которым не нравится эта специальность, они шли, лишь бы получить диплом. Это вообще другой разговор о том, что в нашей стране людям лишь бы диплом часто. Например, я своим студентам говорю, вы пришли учиться, учитесь. Это не школа, где вас будет зауч, директор, мама, классный руководитель подталкивать. Хотите учиться? Мы здесь, чтобы показать вам путь, как учиться, объяснить. А вы должны сами, тем более при кредитной технологии. Мой американский друг Билл Ферман говорит, то, что вы называете кредитной технологией в Казахстане, это дискредитация кредитной технологии, потому что, по сути, это действительно так. Да. И я своим студентам говорю, вы знаете, дипломы сейчас есть у всех. Просто получить диплом, это не проблема. Вот сейчас пойдите на барахолку, встаньте на какое-нибудь возвышение и крикните, даю $100 тому, у кого нет диплома. Я вас уверяю, вряд ли к вам кто подойдет. Потому что у всех есть дипломы, может, 2, даже 3. Сейчас нужны знания. И вот то, что повышают статус учителя, повышают стипендии, повышают требования, я надеюсь, изменит ситуацию. Потому что мы, вузовские преподаватели, видим, что в школах обучают очень плохо. Что для вас является приоритетной областью деятельности? Преподавательская, исследовательская, организационная или общественная? Я выполняю общественную работу, я являюсь руководителем комиссии внутреннего контроля университета. То есть мы проверяем качество преподавания в университете. Я считаю, что это долг опытного педагога помогать другим, потому что наша задача помогать молодым выполнять свою работу на должном уровне. Научная работа. Мы занимаемся поскольку вузовский работник обязан этим заниматься, и есть интересы. Но для меня главное это преподавательская работа. Я могу чувствовать себя плохо, я могу быть не в настроении, но войдя в аудиторию, я забываю обо всем. Я забываю обо всем. Для меня есть только мои студенты. И вот единственное, что меня беспокоит, успеть то, что я запланировала сделать на уроке. И я думаю, что
студенты ценят мое Мгм. отношение. Вот в прошлый раз они мне на 8 марта пришли группой перерыв, принесли цветы и открытку там, на листочке рваном оторвали откуда-то криво бумажку и написали Sometimes you are harsh, but we love you anyway. Stay yourself. Ну, я так понимаю, они имели в виду, оставайтесь такой, как вы есть. Мгм. И я за это благодарна. Я говорю, что для меня... И я люблю пошутить, поиздеваться над ними. Типа, oh, you are not ready. You are planning summer semester. Good. You can miss classes. I like small classes. If there are 5 students in my group, it is better for me and for them. Они, no. Как вы считаете, что нужно поменять в современной методике иноязычного образования? Я не знаю, что можно поменять. Вы знаете, сейчас так много возможностей для любого преподавателя использовать. Наш друг интернет дает все возможности, бесплатные курсы и так далее. Мне кажется, главное желание работать, главное уметь использовать современные методики. Ну, наверное, с моей точки зрения, преподавателя со стажем это не очень-то честно говорить, что использовать. Я стараюсь, я учусь у молодых, вот, стараюсь использовать. Но я считаю, что если преподаватель, учитель хочет дать своим учащимся, студентам, ученикам знания, это самое главное. Он тогда будет искать пути, он будет искать новые методы и добиваться результата. Это самое главное. Светлана Баталовна, не могли не задать этот вопрос. Каковы ваши экспертные рекомендации, советы будущим молодым специалистам? Специалистам, по-моему, я уже сказала, любить свою работу, любить Мгм. студентов и учеников и выполнять свою работу так, чтобы мог гордиться, чтобы потом могли сказать, что вот это был учитель, вот это был педагог, я его помню. Если вы этого добьетесь, это самое главное. Мгм. Хорошо, спасибо.